Что, меня хорошо видно? Всем терво, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем наш первый выпуск из рубрики «Бедные и богатые». Что это значит? Это значит, что я вас познакомлю с двумя героями. Первый снимает квартиру за несколько сотен евро. Второй же построил свой собственный дом за несколько сотен тысяч евро. Мы с вами наглядно сравним два формата жизни. Проведем небольшие хоум-туры, узнаем, что почем, и немного подостаем наших героев вопросами. Правильнее было бы сказать, что мы сравниваем людей, которые живут у так называемой черты бедности, и средний класс. Посмотрев на уровень жизни которых, кто-то сказал бы, что они богаты. Совсем забыл. Так-то лучше, друзья. Но сперва, друзья, давайте я вам немного объясню, кто в Финляндии является бедным, а кто богатым. Я считаю, что название нашей рубрики немного громкое, потому что как такового бедного класса в Финляндии и нету. Знаете ли вы, что в Финляндии только 11% населения считается бедными, и только потому, что они не могут себе позволить поменять свой личный автомобиль каждые 2 года? Согласно мировым стандартам, что мы знаем про бедных? Бедные люди не имеют воды, еды, жилья, бедным недоступна медицинская помощь или, скажем там, обучение в школе. Но в Финляндии все это доступно любому финну. По статистике, человек является бедным, если его ежемесячный доход составляет 1277 евро или меньше. В семье из 2 же взрослых и 2 детей черта бедности составляет 2681 евро в месяц. Считайте сами. Основную же массу населения составляет средний класс. К среднему классу относятся людей трудоспособного возраста, которые в состоянии содержать собственные дома, оплачивать кредиты, страховки, обслуживая собственные автомобили, которых в семье, как правило, несколько. Кроме того, представителям среднего класса хватает средств на отдых, на покупку одежды, питание, путешествия по всему миру и различные хобби. Что мы видим в этом подъезде сразу? Что мы видим? Здесь у нас это как экстренные службы правил. Если что у вас случилось, нужно звонить в 112. Это по всей Финляндии. Дальше есть номер квартир и фамилии, кто где живет. Следующее, здесь такие типа правила. Например, здесь написано «Овенавенмак». Это что значит? Это если вы, например, забыли ключ от своей квартиры, вы можете набрать управдома, ему позвонить, и он приедет. По будням с 7 до 16 стоит 20 евро, интересный факт, а по выходным и ночью это стоит 50 евро. Но удобно. Дальше идет информационная доска. Тут написано, что запрещено, об этом не буду рассказывать, это неинтересно. И также здесь есть, я еще вижу, допустим, здесь есть объявление о помощи в питании. То есть, если, например, у вас нету денег, чтобы правильно питаться, если у вас просто какие-то проблемы, по этим дням, в это время сюда приезжает специальная машина, которая там дает бесплатную еду. Кстати, интересный случай. Как-то раз мне рассказали жильцы, что кто-то тут нашел 50 евро. Что он сделал? Он сюда приклеил такой листик. На нем он написал, что кто-то потерял 50 евро и просто приклеил сюда эти 50 евро. То есть он не украл, он так это оставил. Это вам, к слову, о менталитете финнов. Нашего первого героя зовут Людмила, и она любезно согласилась показать, как она живет. Заходите, только меня потом не снимайте там в этот фильм. Хорошо, где я есть. Только для себя, не пускай. Спасибо. Я не буду тогда больше отвечать на вопросы тогда. Да, довольно-таки, вот здесь уютная квартира, я это сразу вижу. Скажите, это ваша квартира, или вы ее снимаете? Нет, это квартира города, я ее снимаю 2 года, уже получается. До этого я жила в собственном, не в собственном доме, а в частном доме на берегу Пихаяры. Но сложилась такая ситуация в семье, что, болезни не выбирают,
остаться в этом доме одна я не могла, его обслуживать надо. И я выбрала вариант переехать ближе в городу, ближе к центру. Хорошо, да, ну сейчас посмотрим. Ну, ваш Посмотрите, вариант. проходите. Да, но я заметил, да, что площадь, да, ну, здесь квартиры, я думаю, что больше, да, чем 50 квадратов точно. Точно больше. А, сколько? Ну, около 50, 59,6, ну где-то Ага. 59,4, я не помню, согласно паспорта. Да, хорошо. Вот, а если не секрет, то сколько вы платите за Ну, аренду? Больше 500 евро, ну так как я нахожусь на сегодняшний день на больничном, мне выплачивают субсидию. Мгм. Согласно в субсидии учитывается мой пенсионный возраст в России, это все отнимается. Мгм. Пускай не ставят себе, что я там получаю деньги, здесь Да. все отнимается согласно по курсу. И поэтому как бы стоимость квартиры, в которой проживаю, она превышает 200 евро. Хорошо. То есть, да, мы подведем итог, что это плюс-минус 500 евро, Да, 60 квадратов. половину где-то И уходит, половину что субсидии оплачивают, субсидии а другая оплачивают. половину оплачиваю я. Прекрасно. Ну, да, вы нам покажете квартиру? Да, ну давайте справа пойдем, это уже начнем со спальни. Давайте начнем со спальни. Да. То есть вы когда приехали, как Да, я понял, всё что было были ч- встроенные в шкафы были уже, Да, то есть не было было мебели, встроено. эта мебель вся ваша, и как бы делать какие-то здесь реконструкции, скажем, да, ну, Не поменять двигать цвет, ничего, не двигать стен ничего. здесь тоже будет Да. нельзя. Да. Ясно. Да. Пойдемте дальше. Ну, гостиная, она как бы так и называется по-нашему, обычная комната, как бы, если приезжают гости, возможность есть 2 спальных места, как бы телевизор, все остальное помещается в эти встроенные шкафы. Но я хочу заметить, что гостиная, зал, ну, очень просторная. Да, просторно. Здесь очень много места. И, ну, я смотрю, что здесь есть дверь. Это Да. дверь. На выход на балкон. А, то есть там лоджия у вас, да? То есть Ну, балкон. не стекленная, не стекленная. Да, ну я смотрю, вот столик тоже Да, всё столик есть. летний, да, все хорошо. Наверное, летом очень приятно, Да, что да. есть такая опция. Да, даже выращиваю огурцы с помидорами, с цветами. Прекрасно. Пойдемте дальше, посмотрим кухню. Давайте посмотрим. Ну, судя по российским меркам, вы сами понимаете, что здесь кухня, ну, просто большая. Ну, здесь то же самое, вся кухня является встроенной, техника встроена, холодильник, он тоже встроен, все это встроено. Ну, это личная, как сказать, машина, там, микроволновка, это уже все как бы куплено мною, то, что необходимо. Также морозильная камера. И что мне нравится в съемной квартире, что это обслуживает ее город. Если какие-то проблемы с краном, со светом, то есть проблемы нету, можно позвонить управляющему дому. То есть электрик, сантехник или кого я заказывала, придет в назначенное мне время. Если меня не будет дома, значит есть ключи, они откроют, все сделают, уйдут. То есть как бы краше еще чего никогда не было. Прекрасно, прекрасно. То есть есть управляющая компания, которая полностью занимается здесь обслуживанием, и Да, в случае чего, ну, как бы мне нужно все самой ремонтировать, вы делаете один звонок, и приезжает специальный человек, Да. который все это сделает. Да, И именно это по все входит профилю. в стоимость аренды. Да, это Прекрасно. Еще один. Расскажите чуть-чуть о себе. Да, то есть как давно вы переехали в Финляндию, да, там, на каких основаниях вы сюда приехали, как вам здесь? Ну, приехала я сюда в январе 2004 года. Значит, получается, в этом январе уже исполняется 19-й год. Приехала согласно замужем. Приехала еще не было 40 лет. То есть вы приехали, это как называется, Финляндия, да, как Согласно ну, как, браку. ну да, то бишь на восстановление семьи, да? Да, это на идет? восстановление. А расскажите, как у вас проходила именно, да, вот адаптация, когда вы переехали сюда? То есть первое время, ну, да, про ваши вот ощущения, чувства, что вы здесь испытывали, когда вы не знаете ни языка, ни вот финского менталитета, ни культуры, что вы чувствовали? То есть сложно ли вам было адаптироваться? Ну, когда вроде бы были встречи еще с будущим мужем на протяжении 3 лет, мне казалось, я все понимаю по-фински. Вообще просто он подбирал слова, которые понятно было, согласно То разговорнику. есть муж по-русски не говорил? Вообще не говорил. Мгм. Бегали с разговорниками, короче говоря. А потом, когда переехала, пошла на курсы, оказалось вообще
такая стрессовая ситуация, что ты вообще сидишь здесь и вообще ничего не понимаешь. Это как-то так, очень как бы, не скажу, что все это было очень просто. Несколько раз посещала желание вообще плюнуть и уехать. Вообще, зачем я сюда приехала, потому что все здесь по-другому, менталитет другой, совершенно склад жизни другой и все остальное. Ну, в принципе, потом какое-то время проходишь, уже как-то обживаешься, окапываешься, ищешь какие-то положительные стороны, начнем с того. Ну, вроде как бы так. А что насчет паркинга, да, то есть парковочные места, как они входят или их нужно заранее бронировать, договариваться и платить отдельно? Нет, когда ты снимаешь квартиру, там сразу спрашивают, желаешь ли ты сауну иметь, желаешь ли у тебя есть машина парковочная. Парковочное место стоит 10 евро в месяц, потому что как бы здесь очищают. Зимой ты можешь поставить машину на подогрев. Да. Все остальное. Как я понимаю, что сауну у вас тут нету, Она именно в этой квартире, но да, она есть в общая на подвале, да, подъезд. согласно расписанию. Сколько стоит, чтобы Значит, была сауна? было до подорожания 10 евро в месяц, а сейчас подорожание 15. Я слышал, что еще есть, здесь у каждого жильца свое место, да, чтобы хранить вещи, так называемое вароста. Да, есть. У вас тоже оно есть? Да, но у меня тоже есть и вароста есть, и есть холодная комната, тоже небольшая, где я могу хранить банки, там что-то такое портящее, что, как бы дома не занимать место. Как я понял, что сейчас вы безработная, то есть вы сейчас сидите на пособии по безработице, плюс у вас еще по здоровью. Вот. Как вы думаете, да, вот вам сейчас хватает денег на жизнь? Ну, это небольшая сумма, если ты хочешь, я ее озвучу. Да, конечно, конечно. Это в пределах 350 евро, вот такая, потому что... Это что у вас остается чистыми? Да, чистыми деньгами, что остается, как бы на трату, в нее входит и какие-то страховки платишь, и за телефон платишь, передвижение платишь, врачей платишь, и еду платишь. То есть это достаточно денег от минималка, такая минималка, которую надо просчитывать и планировать. Уже как бы не выпрыгнешь из нее. Да, но в любом случае, как я понимаю, что социальная служба здесь помогает, и на улице вообще просто по факту в Финляндии очень тяжело остаться. То есть даже после всех оплат, то бишь за аренду, за все, у вас еще где-то 350 евро остается. Да, лучше не копить долги, платить все сразу, их не будет. Что потом, как сказать, здесь такая получается, как у нас приставы, как в России называется приставы, если ты попадаешь, потом запрет тебе на все. И на телефон, на газеты, на все. У тебя закрыта везде дорога. Из-за этих долгов. Поэтому лучше деньги, которые у тебя остаются, планировать так, чтобы хватило до конца следующих. Прекрасно, прекрасно. Ну что, я думаю, что можете будет это как кофе попить и все, чтобы вас больше не тревожить. Мы сейчас, в принципе, все с вами посмотрели. Спасибо, вам большое, Людмила, что вы нам уделили время. Как видите, что мы вас потревожили, помучили вас чуть нашими вопросами. Все было очень интересно, все было нам очень понятно. Так что вам хорошего вечера. Приятно было познакомиться. Взаимно. Взаимно. Друзья, а мы с вами... До свидания. А мы с вами, друзья, поехали дальше. Ну что, друзья, таким образом мы с вами посмотрели, как в Финляндии живут люди у так называемой черты бедности. Сейчас же я вас приглашаю познакомиться с нашим вторым героем, и наглядно посмотреть, как живет в Финляндии средний класс. Ну или, как кто-нибудь бы сказал, богатые люди. Но если мы с вами только что посмотрели, так сказать, глазами богатого, как живут бедные, я вам предлагаю переводиться обратно и посмотреть глазами бедного, как живут богатые. Так даже лучше. Ну что, друзья, поехали знакомиться с нашим следующим героем. Поработай головой, чтобы купить свои мечты. Вокруг банты. Это банты, это банты. Это банты, это банты. Смотри, где я, лучше смотри, где ты. Это банты, это банты. Фух,
Ну и погода, друзья. Вроде как январь месяц. Сегодняшнего нашего героя зовут Маркус. И на его примере я вам покажу, как живут средний класс Финляндии. Кто скажет, что он даже и богат. Поехали! Для вашего более комфортного просмотра мы решили сделать полноценный перевод-дубляж. Надеюсь, вы это оцените. Алекс, а почему ты решил построить дом сам, а не купить уже готовый? Очень удачно попался данный участок. У меня были представления, какой дом я хочу, какое направление будут окна, какой гараж и так далее. Я понимал, что готовый дом мне просто не подошел бы. Свой первый дом я построил еще в 2017 году. Это уже мой второй дом. А помнишь ли ты в сумме, во сколько тебе обошелся весь дом? Ну, на самом деле, очень тяжело сказать. Где-то 1400 евро. Очень красивый дом. Вот, а можешь ли ты нам провести небольшой хом-тур? Здесь, как мы видим, находится такая спальня. Очень интересное решение в виде вот этого слона. Есть также, как я понимаю, что это часть декора. Это такие вот гитары, которые висят на стене. Сделана такая перегородка, и за этой перегородкой, собственно, здесь находится небольшой гардероб. Очень интересное решение для того, чтобы не ело лишнего пространства. Также в спальне находятся панорамные окна. Очень прекрасный вид на озеро открывается. Над панорамными окнами здесь находится телевизор. Идеально. Пойдемте дальше. Ну и как мы с вами видим, друзья, когда что в гостиной тоже все сделано очень стильно. То есть, что мы имеем? Вот я сейчас сижу, например, на диване. Я могу смотреть как огромный телевизор перед собой, так я могу смотреть на озеро через большие панорамные окна. В доме, конечно, это все очень продумано, все очень красиво, мне нравится. Вообще, я очень люблю, когда делают совмещенные пространства. Что это значит? То есть у нас тут находится кухня, сразу переходит она в гостиную. Здесь у нас также еще есть большой камин. Вот. Мне кажется, что это очень продумано. Мы решили, что мы должны вам все показывать так, как оно есть. То есть, тут специально мы сказали нашему Маркусу, чтобы он не перебирался. У него семья, 2 ребенка. То есть вы все можете посмотреть так, как оно есть в жизни. Также, друзья, что немаловажно, как я знаю, что здесь у Маркуса весь этот участок в собственности. Вот, он, насколько я помню, примерно 1,6 гектара. По отдаленности от города он находится всего 5 километров. У него также здесь свой берег. Давайте спросим у него, пусть он расскажет чуть поподробнее о своем участке. Маркус, расскажи нам, пожалуйста, о своем участке. Насколько он большой, какая у него была цена? Да, конечно. Участок 1,2 гектара. Находится он примерно в 5-6 километрах от центра самого длина. Собственный пляж на участке, 150 метров своего берега. Заплатила за него 47 500 евро. И это была выгодная сделка для берегового участка. Купил я этот участок уже давно, а дом построил на нем где-то 3-4 года назад. А это нормальная цена для берегового участка? Нет, конечно. Это очень дешево. В паре километрах отсюда участки стоят 120 тысяч, 150 тысяч евро, поэтому смотрите сами. Ну и как же, друзья, без сауны? Как у Маркуса, их целых 2. Одна находится в самом доме, вторая находится на берегу. На берег мы с вами пойдем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим сауну, которая находится в самом доме. Что, друзья, сейчас мы с вами зашли в одну из детских комнат. Всего их в доме 2. Вот, к сожалению, мы не можем показать вторую комнату, потому что там сейчас находятся дети, мы не будем их тревожить. Но, вот смотрите, это вот одна из комнат.
что ж, друзья, сейчас мы с вами перемещаемся из основного дома в гараж. Ну, как я знаю, что у Маркуса очень много хобби. Он занимается и ралли, и сноубордингом, и просто какими-то там гонками. У него есть куча своих тракторов, автомобилей. Сейчас он нам все об этом сам расскажет. Поехали. Я занимаюсь ралли, и у меня здесь 2 ралли-машины. Этой ночью я только вернулся с последней гонки. По мне, может, видно, что у меня мешки под глазами. Ралли прошло отлично, и также мы всей семьей увлекаемся мотокроссом. У меня свой, у обоих сыновей, и даже у моей жены свой байк. И на них мы катаемся в основном летом, но так бывает, что и зимой. Они сейчас хранятся во втором гараже. Изначально, кстати, этот гараж предназначался для них. Joo, entäs Markus, semmoinen kysymys, että paljon suurin piirtein... Давайте по новой, поехали. А сколько ты тратишь денег на свое увлечение ралли? Ну, мой фаворит это, конечно же, Ford Escort, который стоит около входа в гараж. Его я купил за 25 тысяч евро. Его обслуживание мне обходится примерно в 10 тысяч евро. А за эту красную машину я заплатил 12 тысяч евро. Ее обслуживание обходится примерно в 5 тысяч евро. Также у меня есть еще формула. Она стоила 24 тысячи евро. Вложения были, но примерно все вместе где-то 80, 90, даже я бы сказал 100 тысяч евро. За 2 года. Недешево. Друзья, заходите. Здесь находится сауна, которая прям на самом берегу с пирсом до воды. Здесь, ну, так называемый офис находится у Маркуса. Заодно сауна, здесь можно и остаться на ночь. И мне здесь, в принципе, очень нравится интерьер. А можешь ли ты нам рассказать, как дорого тебе обходится твой дом в год? Ну, за этот дом, гаражи, за эту сауну выходит примерно 12-15 тысяч киловатт в год. Это очень приемлемо по затратам. Электричество, система обогрева и так далее. Если быстро посчитать это в голове, то примерно 5000 евро в год. Заметили, что дом у тебя очень дорогой. А расскажи мне, как ты себе зарабатываешь на жизнь? Ну, у меня своя компания, которую я основал 11 лет назад. Долго ее развивал, и у нее был определенный рост. Можно сказать, что я женат на работе, так как 11 месяцев в году я работаю. Долгие и трудные рабочие дни. Если у фирмы получается прибыль, на эти деньги я совершенствую дом, ну или трачу их на машины для ралли. Спасибо тебе большое за ответы. Друзья, спасибо. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно этот рассказ нашего друга Марко о своем доме, о своей жизни, чем он зарабатывает на жизнь. Он нам сделал небольшой хом-тур своего дома, сауны, ну также гаража, рассказал о своих хобби и так далее. Подписывайтесь на наш канал, я надеюсь, что вам все это интересно, и не пропустите следующие выпуски.